Ну что, как говорится, всем нихао и привет из Гуанчжоу. Как обещал, покажу несколько фабрик, ну, немножко так на ногах, что называется, да, как получилось, так что тут не обессудьте, но постарался вам снять интересный материал, интересный видос. И сейчас вот мы с вами находимся в деловом центральном районе Гуанчжоу. Дальше будем постепенно так плавненько перемещаться в райончик Кантон Тауэр с другой стороны реки. Ну, а там у нас башня Кантон, крупная, высокая. Можно подняться очень высоко, на 450, а то и на 480 метров, в зависимости от того, какой билет вы приобретете. Ну и посмотреть с высоты этой телебашни на Гуанчжоу. Вот. Ну, собственно, если кто не знает, что такое Гуанчжоу, это один из, наверное, их крупнейших южных кластеров промышленных. И как раз в районе Гуанчжоу находится огромное количество кластеров по электронике, микроэлектронике и в том числе по ювелирной и часовой продукции. Ну, строго говоря, не в самом Гуанчжоу. Там, если так вот примерно представляете карту, то у нас есть Гонконг, через границу Гонконга Шэньчжэнь, дальше налево, да, или можно сказать на запад Гуанчжоу, и между Шэньчжэнем и Гуанчжоу находится такая провинция Гуаньдун, и вот в этой провинции как раз и сосредоточена большая часть китайских производителей часов, в смысле фабрик, естественно. Да, есть и другие районы, есть и в районе Пекина, есть в районе Шанхая немножко, но основная масса именно в Гуаньдунь. Ну а мы с вами на вершине этой самой Кантонской башни, Кантон Тауэр. И здесь вот можно в таких интересных баблах даже покататься. Это все открыто, да, это здесь стекол уже нет, и поэтому тут немножко и башня шатается, и сами понимаете, 460 метров, это ого-го. И вот на таком интересном лифте можно прокатиться просто. Dear guests, the lift will return to the Ну, lobby. собственно, что дальше хочу сказать, что Гуанчжоу город огромный, там, по-моему, то ли 17, то ли 18 миллионов населения, соответственно, метро, ну, тоже огромное, и хотя при этом, если вы первый раз воспользовались, то пользоваться довольно-таки просто, ничего сложного нет, оплата в зависимости от того, сколько вы проехали. И знаете, самое важное, китайцы просто, по-моему, заморочены на туалетах, туалеты есть везде, бесплатные, и это, конечно, очень, очень удобно, особенно для туристов. Сам по себе город промышленный, несмотря на то, что южный. Здесь есть длиннющая набережная, там километров на 15, наверное. Ее всю пройти можно за вечерок. Достаточно приятно, особенно если вы зимой, ну, либо там осенью, например, когда не жарко. Есть на что посмотреть, есть главное, где покушать, потому что кушать в Китае недорого, порции огроменные, и, по сути, иногда даже одной порции будет достаточно. Но с учетом того, что там все дешево относительно московских, например, цен, то хочется заказать довольно-таки много. Ну и кухни разнообразные достаточно можно найти в Гуанчжоу. По окраинам города, да, там много всяких торговых центров, есть жилые кварталы, да, есть всякие кварталы электроники и так далее. Ну, честно говоря, мне это не прям уж очень было интересно. Основная цель визита была туда именно вот на несколько деньков и оттуда покататься на фабрике, ну и заодно посмотреть сам по себе город. Потому что за несколько дней буквально удалось проехать и Шэньчжэнь, и Дуаньгунь, и Гуанчжоу. Ну и попробовал вам немножко записать таких вот китайских цен. Как мне показалось, продукты питания в супермаркетах там немножко дешевле, чем в Москве, ну в среднем, да. Плюс-минус там, опять же, специфика своя местная. Вот. А что бросилось в глаза, яйца подороже немножко, чем у нас. Ну, например, западное пиво подешевле, чем у нас, да. 1 юань здесь это 14 рублей, по крайней мере, на момент озвучки ролика. Ну, 10 юаней это 140 рублей. Да. Вот как-то так получается. Вода недорогая, воду, кстати, тоже много везде можно получить бесплатно, и в том числе в аэропортах, и в этом, конечно, китайцы молодцы. То есть туалеты и вода, это есть везде, это прям здорово. Вот тут прям респект. Это очень удобно, я считаю, это очень человечно.
Да, конечно, это страна мотороллеров, в основном все это электрическое, везде гоняет и по тротуарам, и по дорогам, ну, иногда бывает и что-нибудь действительно красивое. Ну, а теперь вокзал. Вокзал Гуанчжоу, потому что для иностранцев можно купить билет только на вокзале. И, ну, в принципе, достаточно все удобно, достаточно просто, особенно если первый раз это сделал, потом уже затруднений никаких нет. От Гуанчжоу до Гуаньдун, до города Дуньгуан, где-то 30 минут поездки на вот таком комфортабельном поезде, типа нашего Сапсана. Довольно-таки дешево, вот эти 35 минут там стоили где-то рублей 600, наверное, на рубли. Вот, и идет он очень тихо, можно шепотом разговаривать, можно работать, ничего не трясется, это, конечно, прям супер. Средняя скорость там, по-моему, 155 километров в час. Ну, это обычная, условно говоря, как мне кажется, такая китайская электричка. Ну и, собственно, вот мы и в городе Дуньгуань, а точнее в индустриальном районе Чанпин. И мы попадаем к нашим старым, добрым знакомым из Сан-Мартин в их офис в этом самом индустриальном парке. Очень красивый, очень чистый, аккуратный офис. У них целый этаж в огромном здании. Чуть дальше расскажу более детально. У них там офисы в 2 зданиях. Так получается, вот у нас тут главный хранитель, да, там 2 кота, между прочим, у ребят из Сан-Мартин, но шерсть никуда не попадает, потому что каждый цех, где сборка, где контроль качества, он продувается, он абсолютно герметичный и закрыт. Ну, сейчас мы как раз вот в том самом цехе или отделе контроля качества деталей. Здесь сразу скажу, что Сан-Мартин сам разрабатывает часы, дизайн, сам собирает часы и сам дорабатывает браслеты, но об этом чуточку позже по ролику. В компании работает 35 человек, и про производство, про объем производства тоже чуть позже скажу. Но оно очень приличное, честно говоря, не ожидал, что такое большое. Да ладно, скажу прямо сейчас. Они делают 5000 часов в месяц, и это уровень... В год ракета столько делает наши, например, или в год, по-моему, даже чуть меньше делает Кристофер Уорд. Ну, а сейчас мы с вами в отделе тоже контроля качества запчастей. И ребята перед китайским Новым годом, конечно же, работают, не покладая рук. Вот эти вот устройства для продувки пыли, они прям постоянно звенят со всех сторон, и ребята все ими пользуются, и девчата, конечно же. И здесь вот я вам сейчас постараюсь показать одну из новинок. Это еще такой тестовый экземпляр, еще не финальная версия их нового бренда, который я вам уже один раз показывал на канале. Jianhun. С очень красивым гелише. Классная модель, мне нравится. Ну, они вот в этом бренде такие прям новые интересные идеи прорабатывают. А здесь у нас что? Здесь проверка циферблата, а точнее, как ровно или неровно установлены метки. Привет, Сейка! В общем, каждые часы Сан-Мартин проверяет в этом отношении. Вообще не проверяет все часы и на все. Об этом тоже чуть позже. Здесь вот конкретно каждый циферблат проверяется. Вот эта самая система продувки. Заходишь в такую вот кабинку, и там на тебя... А это, кстати, босс, владелец Сан-Мартин. И там в этой кабинке тебя продувает, пыль сдувает, ну и можно уже зайти в цех.
это удивило, что заходишь, да, иностранец, и никто на тебя не обращает внимания, все продолжают работать. Потому что работа — это самое главное. Какие-нибудь из этих часов, возможно, будут у вас на запястье, так что, ребята, не отвлекайтесь. Здесь, кстати, проверка точности механизмов. Понятно, что механизмы все со стороны, да, Сейка, Миота и Селиты обычно у Сан-Мартин. И я спросил специально, проверяют ли они каждый механизм. Да, каждый механизм они проверяют, и проверяют точность для каждого механизма. И, например, для Сейка NH35 у них стандарт по точности гораздо лучше, чем у самих Сейка, от минус 10 до плюс 10 секунд в сутки. Ну, не говоря про Миоту 9015, например. Вот это такие фейсбук я еще не видел. SN 01. Это что, лимитка, что ли? Да, здесь шкафчики работников, а мы с вами идем в следующий отдел. Здесь проверка герметичности, водозащиты. Запрещенная в России картинка. Цвета. Кстати, прям большой респект Сан-Мартин. Они разрешили снимать все, что угодно. Они не готовились к моему приезду, поэтому я просто пришел и начал поливать, что вижу, то снимая. Никто даже слова не сказал, что можно снимать, что не можно снимать. Это круто. Сразу скажу, что не все на такое согласны. Даже в Китае. Не говоря про Россию. Ну и здесь как раз вот проверка на герметичность и водозащиту. В общем, тестируют на водозащиту сейчас. Будут. Основные рынки у Сан-Мартин, я спрашивал, это США и Китай. Ну, 60 тысяч часов в год. На самом деле это относительно Китая и Штатов не так уж и много. Тест на водозащиту тоже проверяется по абсолютно всем часам. Каждым часам. Кстати, важный момент, если где-то заметите человека в куртке, то это прям повальная такая тема зимой в Китае, поскольку отопления нет, страна теплая на юге, и все одеваются там в пальто, в куртке, иногда даже в кафе, в ресторане можно увидеть, что человек сидит в куртке. И это для них прям окей. Ну, я имею в виду офисных работников, не тех, которые в цехах. Ну, собственно, часы проверили, и можно забирать. На следующий участок. А это их главный дизайнер. И вот тут такой центр офиса. Разрабатывает новую модель. Лимиточку к Новому году, китайскому, естественно. Это тоже не финальная версия, но, слушайте, цифры просто бомба. Здесь склад, здесь уже готовые часы, и прям много чего есть, где разгуляться, что называется. Неплохие запасы. А здесь вот прям рядом со входом у них нечто типа музея выставки, где есть современные, новые модели, которые только вот готовятся к выходу,
и модели, которые уже сняты с производства. И некоторые я даже вот не видел ни на сайте, ни там на Али. Есть прям прикольные старые модельки. Ну, конечно, есть все новое. Ну вот это прикольно, когда циферблат под чашку чая. Вообще класс. New brand. New brand. Вообще так подумать, какое огромное количество моделей Сан-Мартин уже сейчас, хотя компании там всего около 5, по-моему, 6 лет. Невероятно. Ну и мы сейчас с вами будем постепенно, вот это, кстати, модель одна из их первых, монокок причем. И мы с вами постепенно двигаемся уже в другой их офис, который в соседнем здании находится. И это уже цех, где они дорабатывают браслеты, потому что они закупили свое собственное оборудование для отделки, для доработки браслетов, поскольку сами хотят контролировать качество. И теперь новые браслеты Сан-Мартин уже будут дорабатываться своими работниками, каждый браслет. И, как мне кажется, это прям выход на новый уровень, поскольку, как мне сказал их босс, они все-таки недовольны всеми браслетами, которые поставщики поставляют, то есть они хотят их сделать еще лучше, чтобы они соответствовали корпусам. Но это на самом деле, как мне кажется, такая общая задача для многих микробрендов, чтобы подтянуть качество браслета. Вот Сан-Мартин этим озаботился, вложили кучу денег, и вот прям вот, когда я туда пришел, как раз новый цех формировался, они уже часть браслетов начали делать, и часть оборудования там уже запущена. Но это, конечно, здорово. То есть, и я видел, да, современные, вот последние версии браслетов Сан-Мартин, и об этом я говорил в ролике, в модели, которую последний обозревал. Это уже новый совершенно уровень. И, ну, это круто. Ребят молодцы, ребята идут вперед. Так, значит, полезная информация. Как они говорят, что, в общем, цель это полировка на уровне SALOS, да, как и зеркальная полировка, как в Японии называют. По-разному, но Сейка ее называет. Заратсу, и при этом в Сан-Мартин говорят, что самое, конечно, сложное это найти именно специалистов, работников, которые умеют эту самую полировку делать. Даже в Китае, как вы видите, с этим есть определенные сложности. Ну что ж, спасибо, Сан-Мартин, все показали, все рассказали, хотя я прям на бегу туда залетел где-то на часа полтора, на два. И, конечно, супер. Я очень рад тому, что увидел и что услышал. Путь обратно тоже 30 минут примерно. Если на машине, кстати говоря, закладывайте сразу 2 часа. Ну и в супермаркете около вокзала в Гуанчжоу можно увидеть интересные такие магазинчики, особенно для фанатов покемонов или детям своим что-нибудь купить. Ну и, кстати говоря, вот попался такой магазинчик российских товаров. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.